Так, наше новое исследование касается, да, темы сновидения, что такое сон, что такое осознанное сновидение, как вообще физика человека во время сна себя чувствует, как влияет, если есть сбои со сном на физику, в чем, почему такие большие риски для психики вообще, когда человек не спит. И как влияет, кстати, тоже посмотрим, как влияют искусственные, как это называется, микроэлементы, Вещества. вещества, да, типа БАДы, которые стимулируют. Сон для человека — определенное состояние сознания, в которое человек погружается для перезагрузки. Если говорить с точки зрения физического тела, то что происходит на уровне физического тела во время сна? На состояние внутренней активности, то есть во время бодрствования идет как активность внешняя, именно вот если смотреть с точки зрения физического тела, то есть такое вот, ну как условно, если смотреть, вот, к примеру, поверхность тела, условно, да, смотреть, если поверхность тела, то есть там вот идет такая активность, то есть множество каких-то движений. Ну, то есть активность внешняя, физическая во время бодрствования, а во время сна на физике происходит активность внутренняя, то есть внутренняя, и происходят во время сна процессы, компенсирующие дневную активность, очистительные процессы. То есть получается как некая подзарядка, стабилизация, обновление, выделение и так далее. То есть все вот эти процессы, которые связаны с подготовкой тела к новому дню. Когда тело будет активно функционировать, активно будет взаимодействие с внешней средой, поглощение пищи и так далее. Что позволяет, почему это именно во время сна происходит? Отключается контроль физического ума, и процессы включаются такие более глубинные, автоматические, которые не могут проходить во время активности физического ума. То есть они такие, как основополагающие при отключении физического ума, они происходят естественным образом. Что происходит с человеком на тонком плане, когда он засыпает? Происходит, вообще душа куда-то отлетает или нет? Ну нет, конечно, я просто даже на самом деле шучу. Так, что происходит на тонком плане? И сознание попадает как в свою родную стихию. Подсознанием в данном случае я понимаю вот это как индивидуальную энергию в соединении, индивидуальную энергию души в соединении с физическим пространством, с физическим телом. Что Сновидение, такое сновидение? сон для человека. Что это такое? Ну, знаешь, показываю себе, что это как сказочный мир. Ну, вот как вот реально, как сказочный какой-то город, в который попадает герой. Кем является этот герой? Цветное все вокруг. И это вот, ну, прям целый мир, который ну, то есть полноценный абсолютно целый мир. Кто в этот мир заходит? Героем кто является? Если мы берем, рассматриваем человека, вот он лежит, спит, физика его спит, рациональный ум спит, он не, не контролирует свое тело. Вот в сон кто входит? Сознание. Но Мгм. сознание как возвращается в свою. Сознание какие-то сценарии просчитывает Когда спит, во сне, да. Что вот оно делает во время сна сознание? Почему эти сны разные? Разные сценарии проигрываются, какие-то события, люди. Что это такое? Для сознания что это? подчиняется некому импульсу. Там все очень легко, то есть ты можешь, ну как, сознание может очень легко оказаться там или там, и может сам сценарий сна может как вот, ну, буквально очень гибким быть.
и может измениться в любой момент. А как так, то есть а вообще зачем это делает сознание? Зачем ему это нужно? Возвышается над физическим пространством. Но вот для этого сказочного героя в этом сказочном городе это его место, это его дом. Мгм. То есть он там, существует как Да, да, физическое то тело есть, в реальности. да, то есть по сути, то есть это не, ну это вот ну, абсолютно такое ощущение, как детского восторга, ну вот которое как этот герой, да, вот если говорить о Мгм. нем, что с одной стороны он как будто бы заново смотрит на то, что его окружает, а с другой стороны это его абсолютно родное место. Ну, то есть это вот именно то, что является родным для сознания. Очень естественная среда, и вот это как раз и гибкость, и вариативность, и интерактивность даже, она, ну, то есть это естественно, это не что-то, ну, как сказать, не то, что искусственное, в общем, это естественное в этом пространстве, то, что происходит, это свойство этого. То есть это не то, что там вот как, ну как вот опять идет ассоциация со сказками, да, когда люди сочиняют сказки, что там можно перемещаться мгновенно куда-то, можно там, ну, становиться невидимым или еще что-то. То есть вот эти вот разные все в волшебных сказках вещи, они по сути описывают путешествие вот сознания, вообще вот эти качества вот этого более тонкого мира. Просто А фи когда человек передает это, ему хочется это как-то связать с физикой, и вот получается такая компиляция, вот как бы и ну, волшебство получается. Мгм. Мгм. Физика, когда просыпается, то есть сознание, оно каждый раз уходит вот в этот свой мир, когда засыпает человек. Да, мгновенно уходит. А что происходит, когда физика не помнит сны? Почему так происходит? Ну, давай, ты на сравнении посмотри. Физика помнит сны, физика не помнит сны. Почему он помнит? У него мозг в определенном состоянии, как вибрации мозга, они как вот соответствуют вибрациям этого пространства, куда уходит сознание. И поэтому мозг воспринимает это, и человек свой сон помнит. Когда человек не помнит, посмотри, что происходит. Когда он не... Он просыпается, говорит: "Я не видел снов", но сознание ходит в свой мир всегда. Ну вот у меня, знаешь, сейчас такая картинка, что вот во время сна мозг в определенные свои фазы, он вот у него вибрации близки вот к этому, даже ну как близки, но они по сути соответствуют вот тем вибрациям, на которых находится сознание. Получается, что эта цикличность присутствует, и это все равно происходит. А почему тогда человек один помнит свой сон, а другой не помнит? Как тогда это происходит? Вот человек, который помнит, который не помнит. У меня идет информация, что это не с физиологией связано, это связано вот как с готовностью человека, с его какими-то определенными включениями даже. То есть физиология работает одинаково у всех. В общем, некоторые люди сны ну вот вообще реально не видят. Ну, как блокировка какая-то стоит. То есть они их видят, но они их не могут воспринять. То есть на тот момент, когда происходит пробуждение, уже вот эта разница достаточно существенная вот этих вот вибраций мозга и того пространства, где путешествует сознание, человек просыпается, и у него как бы нет этой стыковки. Либо он помнит какие-то отрывочные, еще вариант может быть, что помнит какие-то отрывочные видения, и потом они очень быстро улетучиваются, и как нет фиксации у мозга на это, и все, как бы из памяти это уходит. Так, давай посмотрим, чем так важен сон для физики. Концептуально посмотри, почему для человека очень важен сон. Потому что человек — это не только его физическое тело, человек — это сознание. Если говорить, тело, да, находится в сознании, Мгм. физически тело с его там всеми физиологическими, но по сути здесь главенствует сознание, которое по сути этим телом, то, что управляет, есть встроенные, да, как встроенная система управления этим физическим телом.
сознание, когда начинает с этим телом взаимодействовать, оно здесь является главенствующим. И получается, что на физике, когда человек бодрствует, это его, ну, как жизнь физическая человека, его физическая составляющая, а сон – это жизнь его сознания. То есть так как человек является соединением этого, как физика, ну вот как это объяснить, физика и сознание соединены вот в этом. И получается, что во время сна вот как раз вот это, ну как, жизнь его второй, словно, если разделить, второй части. И если, то есть, если человек, как сказать, человек вот без этого сознания, он уже как не, ну то есть если сознание не как сказать, не заряжается, не живет вот этой жизнью, если лишить человека полностью сна, то физика, она, ну почему человек погибает, если его не давать ему спать или что-то. Ну, в общем, физика фактически становится оторвана от своего вот этого, от второй своей составляющей, ну и все, и как бы жизнь. То есть дело не в физике, не в том, что она изнашивается или что-то происходит, например, там, что гормональная система или нервная не восстанавливается или что-то происходит, а вот именно как вот эта составляющая, она как, ну, как в отрыве и все. Ну, как условно сознание выходит из физики, физика перестает двигаться и разлагается, и все. То есть вот так. То есть сон – это как, ну вот жизнь сознания вот так вот. Вот они постепенно, постоянно меняются. То есть физика. У меня, кстати, знаешь, такая вот, а почему, например, животные, да, вот кошки, если не давать спать, она очень агрессивной становится. По сути, та же, как сказать, тот же механизм. То есть там тоже есть сознание, тоже есть физика и сознание, и обязательно должны вот это перемежаться вот эти вот состояния. Сколько Физика, сознание, человеку, физика, сознание. Угу. сколько человеку рекомендуется спать? В среднем, да, как средне, ну, в Ну да. среднестатистическому 7-8 часов. Плюс, ну, знаешь, здесь еще идет, что от возраста, от места жительства. То есть, в общем, все равно присутствует вариативность. То есть это 7-8 часов это в среднем, ну да, условно 6-7-8 от пола, даже ну как условно, от национальности и так далее. То есть вот здесь все равно как некая, как сказать, совокупность генетических составляющих плюс, как сказать, составляющих среды, вот определенное вот это вот как сочетание вот этих всех вещей, оно дает вот эту вот потребность. То есть когда успевает ли человек, ну, как бы вот это вот пройти вот этот процесс, да, вот как перезагрузки условно. То есть кому-то достаточно там, например, даже бывает 5 часов, но это не часто, это редкость больше, редкие люди так делают. И почему-то идет, что вот когда очень хорошие эти... Так, сейчас посмотрю, что здесь я хочу себе показать. Ну вот качество, когда очень хорошее, человек, когда живет на природе, он как-то, то есть у него вот это быстрее происходит процесс восстановления. Ну вот это, то есть ему меньше надо спать, например, как в горы, вот показываю себе. То есть какие-то такие места, где вот чистый воздух, где вот такое вот как насыщен, такая вот как плотность такая вот вибрационная именно этих мест, ну как природа. Там вот этот вот процесс, он протекает быстрее, восстановление. То есть можно меньше спать, и вот физика, она так очень как, ну как вот буквально как заряжается, как пружина, человек рано пробуждается и начинает вот какие-то такие свои активные действия. То есть у него вот внутренний импульс такой жизненный, очень хороший возникает. То есть он легко пробуждается, и ему хочется, условно, жить, наслаждаться, творить, что-то делать на физике. Как влияет искусственное стимулирование сна, когда человек пьет какие-то препараты специальные? Ну, то есть когда нарушение очень-очень серьезное, из него без этих препаратов можно и не выйти. Но вообще это, знаешь, как топором рубить. То есть вот показывай себе, вот, ну как условно, брусок дерева и рубят просто топором. Может быть, там надо подтесать, где-то подшлифовать, а просто вот так, всякая разная рубка идет. То есть здесь это очень такой процесс. То есть если вот прям очень сильное нарушение, серьезное, и нужно там вмешательство, то да. Но это, а если это использовать как в обычной жизни и просто так какие-то эксперименты проводить,
А вот Неважно, назначил тебе врач или ты сам. мелатонин вот, Мелатонин, да, ага. пьют специально. Мелатонин — это гормон. Но вот опять же, кому-то хорошо вот может он заходить. От чего это вообще зависит? Но тоже это такое, как ощущение искусственности. То есть это тоже может иметь какой-то эффект в краткосрочной перспективе, но вообще нужно стремиться к естественному восстановлению. То есть вот прием вот этих гормональных препаратов длительный, он может привести к тому, что организм вообще откажется их, ну как, производить, да, делать какие-то там в определенные, ну как, определенная же есть там цепочка химических реакций и все Понятно. это. Юль, а как организм сам может, сбалансировать свой вот этот режим сна? Что поможет Нужно организм, организму? организм нужно как вот маленького ребенка прям укладывать. То есть нужно в определен, то есть ловить. То есть есть вообще определенные биоритмы, которые здесь есть. И речь идет о том, что в определенное время вечером нужно прям себя укладывать. То есть, например, пойти душ принять, сесть там потихонечку, почитать какую-то книжечку, минимальная активация зрительного, то есть это телевизор, планшет, компьютер, ноутбук, телефон, все это в сторону. И либо беседа какая-то приятная, либо это, не знаю, посмотреть на закат, либо вот кому-то хорошо выйти, прогуляться, вот подышать воздухом, например, где-то в 9, там полдесятого выйти, подышать, спокойно прогуляться, что успокаивает нервную систему, музыку послушать, какие-то, может быть, плавные что-то, какие-то танцевальные движения. Можно травы мягкие, которые вот успокаивают нервную систему, попить. Вот в этот период можно даже какие-то сборы. То есть именно как вот готовить свой организм к тому, что он успокаивается, я ложусь, я отдыхаю. И вот здесь получается, как вот если уловить вот этот вот физиологический, как вот спад, когда хочется, ну, как улечься уже. И в этот момент ложиться и спать. А если, к примеру, вот человек как-то, вот, например, не может, вот лег он 10:30, а заснуть не может там хоть глаз кали до часу ночи. Но здесь тоже чистая психология. Ну, то есть можно какую-нибудь скучную книгу начать читать или попытаться решать какие-то задачи математические. Или, например, кому-то овечек считать, а кому-то вот, например, есть такой метод, что можно одеться, сесть в кресло, поставить чемодан, как будто ты в зале ожидания сидишь. То есть, ну, кому-то это реально потом надоест, потом просто пойдешь спать. Ну, потому что, ну, в общем, здесь именно суть в том, чтобы уловить этот момент, в общем, если по сути, да, уловить этот момент и в этот момент попытаться заснуть. Ну, не получилось, ну, окей, как бы там читать можно или еще что-то делать. Но вот пытаться ловить это и не сбивать. В общем, главное вот этот вот, как сказать, вот это с горочки, вот это вот скатывание с волны такой вниз, вот именно в более такое сонное состояние. Вот это улавливать, и потом в какой-то момент все равно организм, он подстроится и будет, то есть он уже в этот момент, он все будет укладываться, и утром уже будет пробуждение вообще по-другому. То есть, получается, организм будет подстраиваться под этот ритм, пробуждение уже будет с более таким хорошим внутренним ощущением, будет больше радости, и уже там все совершенно по-другому, будет более спокойная нервная система, и уже к следующий вечер уже будет проще, и так далее, и так далее. То есть это вот как ловить свои внутренние биоритмы. Но вот у меня идет в 3-4. В 3-4 вот это. Мгм. То есть не у всех в 3, бывает Мгм. 3-4, вот так. Что Может это быть, за начало период? 5. Но, в общем, он как близок уже, он в это время, ну, как есть определенное, то есть в это время у него происходит как определенное всплытие, ну, как бы всплытие сознания, потом уходит, и уже пробуждение там в районе 6-7 часов. И вот это всплытие, то есть если нервная система как такая, ну, Взбудораженный? взбудораженная, да, то есть тревоги какие-то, вот, то есть и получается, как, ну вот условно, да, если мы смотрим, как вот физика, происходит вот это всплытие
ну как, то есть из состояния сна, и здесь еще нервная система, и получается вот это как стыковка здесь, и человек просыпается. То есть человек, у которого психика спокойна, нервная система, то есть ничего его не беспокоит, ничего у него не всплывает, он как бы проходит, у него нет вот этой стыковки, то есть у него, ну, идет вот эта фаза, оп, и пошел вниз опять, и потом уже пробуждение. Вот. А здесь, получается, когда нервная система загружена, она, получается, оп, и все, и человек потом не может заснуть, то есть он как вышел уже из этого состояния. И это вот вообще, это на самом деле могут быть очень серьезные состояния. И даже кратковременное нарушение, оно приводит человека вообще в состояние большого дисбаланса. Потому что его, во-первых, как сказать, вот это вот происходит на вот это количество, объем, да, вот того состояния, которое он должен получить как сознание во время сна, оно уменьшается существенно за счет того, что человек потом не может погрузиться. То есть, во-первых, он вышел из этого состояния, у него сон прервался, и плюс он потом не может погрузиться, и вот психика начинает, вот, как сказать. А что может вызывать, кроме нервного состояния, пробуждения такие? Ну вот, знаешь, мне только идет слово alert на английском, то есть, ну, это тоже вот как сигнал какой-то тревоги, но как такое желание, как быть постоянно начеку. Ну, вот эти вот состояния как-то вот. Это психологическая причина или есть эзотерическая причина еще такому? Да, может быть эзотерическая причина, да. То есть может быть Какого рода? воздействие может быть существ, с которым человек взаимодействует, потому что это очень удобный такой момент, чтобы человека вывести из равновесия, вывести на определенные вибрации. То есть может быть, да, воздействие определенное на, как сказать, вибрационное в этот момент. Но что можно человеку порекомендовать, к примеру, если у него такие состояния возникают? Ну вот успокоение нервной системы, ну, то есть любые доступные методы, способы, именно работа с физикой, с физиологией своей, и по возможности, то есть как себя вот опять же, ну, введение в состояние равновесия вот в период, когда Мгм. ну, перед засыпанием. Ну, то есть я не буду сейчас их перечислять, то есть что идет там, например, кому-то на иголках поставить, кому-то погулять, кому-то сделать какие-то упражнения неактивные. В общем, множество именно работа с физикой, плюс еще мягкие там растительные препараты, которые успокаивают нервную систему. Потому что вот из этих состояний их вообще запускать нельзя. То есть буквально, ну, даже несколько дней могут очень сильно человека как это Да, и вывести из равновесия очень сильно. Поэтому это прям надо сразу, может, валерьянку кому-то принимать, там таблетки, пустырник, ну что-то, в общем, что-то сразу не пускать на самотек, а сразу же брать как на контроль. И вот, то есть какие-то вот такие вот настойки лекарственных трав принимать. Ну, в общем, сразу надо прям очень быть внимательным. Это ненормальная абсолютно ситуация, и ее с ней надо сразу, в общем, работать. Но если не вдаваться в установки убеждения, да, на которых базируется вот это состояние, очень сильно зависит от того, как человек, насколько он себя расколыхивает в течение дня, то есть как он реагирует на определенные состояния, на какие-то ситуации. Если он спокоен, как удав, и вообще его особо ничего не колышет, он относится ко всему так, как к игре, то ну, как бы, что Мгм. его может вообще затронуть? Ну, как бы, ну, прошел день, как бы он не прошел, Ну, начинается понятно, вечер, и стабильная все. психика, да. Да, да, Мгм. все. Что здесь я хочу себе важное сказать? Ну, вот показываю себе, вот как определенный мозг работает во время вот сна. То есть его вот это вот, вообще это по сути состояние мозга, которое является его, как такое слово идет, как первородным, естественным. То есть это то, для чего вообще он создан, как вот орган. Вот именно вот эти вибрации, в которых находится человек, мозг человека, который находится в состоянии сна, это как раз вот это вот более естественное состояние мозга. По сути, для чего он сконструирован, но пока не применяется, не то, что не применяется, но это неосознанно пока человеком. То есть в осознанном состоянии он это, ну вот на этом этапе развития человека, человечества, как бы это малоактивно, что ли. То есть Мгм. человек это не использует как свою способность Какая на у данный меня у момент. Милы есть информация о том, что такое сновидение для человека.
показываю себе такие свои большие глаза, и они так раз и закрываются. Закрываются. А что там под ресницами? А под ресницами, там под веками, там даже уже не глаза, а зеркала, и в них отражается весь окружающий мир. Прям вижу в этих глазах деревья, дорожки, люди ходят. Это такие зеркала, такие как бы глаза, а внутри зеркала ресницы такие вокруг. И я уже смотрю на мир не глазами, а вот этими зеркалами, в них все отражается, сновидение. Закрываю глаза, и открывается, как только закрываются вот эти глаза, открывается будто бы мир внутри, а из чего он, как он творится, из чего он сотворяется, как он происходит, этот мир внутри меня. Почему-то приходит информация, что здесь не зеркалит, нет отзеркаливания. А что здесь есть? Что здесь есть? Какого цвета этот мир? Первоначально какой-то такой, как будто бы свет не включили, такой, как будто бы вот там, но синим цветом все проявлено. И цвета начинают меняться. Задаю себе вопрос, этот вот мир, внутренний мир, как бы, он получается, это как изнанка, или наоборот, это есть все внутри меня. Почему я попадаю в этот мир только когда у меня закрыты глаза? У меня сейчас закрыты глаза. Что такое для меня сон? Сон – это отдых, это когда мой мозг спит, мое тело расслаблено, оно погружено в такое тотальное расслабление, где в этот момент присутствует мое сознание. Оно как бы живет своей жизнью. Что значит своей жизнью? Что это за жизнь такая, что это за своя жизнь такая моего сознания? Оно в этот момент освобождается как бы отлетает, освобождается на время от тела, от всех процессов. Вот так свободно он носится куда-то вихрем таким. И куда оно уносится? Какая у меня Для чего это нужно сознанию? Для чего нужно сознанию освобождаться и уноситься, освобождаться от физического тела и уноситься, как глоток свежего воздуха, как возврат к какому-то своему источнику, к своим энергиям, своей частотности. Что здесь еще? Возврат на другие, ход на другие вибрации. И что тогда вижу ли я, что я вижу во сне? Тогда что я вижу во сне? Вижу ли я во сне путешествие моего сознания, да или нет? Да.
Тогда у меня возникает вопрос, а почему тогда, если я не вижу сны, что это означает для меня, для Милы? Что это означает? Но такая информация, что она улетает на такие высокие вибрации, которых я не способна вообще как бы уловить, и для меня это как будто бы ничего не происходит, как будто бы я ничего не вижу. Так, А когда ты помнишь сон, что происходит? А когда я вижу сон и помню сон, это как будто бы сознание, оно вибрирует на частотах, которые ко мне близки. Тогда что? Могу ли я управлять своим сном? Выражением намерений легким таким только. Это даже не желание и не слово, а просто импульс. Импульс, который меняет совершенно картинку. Почему я иногда помню сны, почему иногда не помню? Почему помню? Эмоции, близкие мне, проявленные вот в этом теле, что-то близкое мне, такое очень знакомое, очень приятное, органичное, любопытное, интересное, приятное, сказочное, радостное, разноцветное такое. Так. А почему отсутствие сна так плохо влияет на физику человека? Перебои со сном, проблемы со сном. Почему отсутствие сна плохо влияет на физику человека? Происходит обесточивание, вот это вот, как энергия, она как обесточивается. То есть она перестает подпитываться от источника и начинает иссякать в человеческом теле. Что за источник, из которого она подпитывается? Это во время сна происходит подпитка? Да, то есть это, собственно говоря, прям показывает, как вот такая, как звезда с таким хвостом. Вот, и вот она отделяется от просто есть энергия, и от нее раз происходит такое как бы отделение некого сгустка энергетического, которое раз материализуется, воплощается, материализуется вот в этой третьей плотности в человеке. Вот, но как бы есть связь всегда, есть связь между вот этим вот отделившимся сгустком и этой бесконечной такой как бы энергией. Если перестает человек, что происходит во сне, получается, что этот сгусток, как он возвращается к этому источнику, проникает к нему, к этому просто возвращается, входит в него. Но это же не как смерть, нет. Это получается, что это такое, как бы во сне происходит такое состояние, похожее на умирание, когда душа, вот когда вот этот вот энергетический сгусток душа там, или как вот эта эссенция, когда она возвращается к своему источнику, вот к этому
к основе своей. А во сне, получается, мы практически все время переходим только вот через это вот легкое состояние. Просто мы ходим туда-сюда много раз, очень легко. То есть они так раз туда, потом назад, потом раз туда, назад. А что тогда мы видим во сне? Получается, как пребывание вот этого. Здесь идет такая информация, что каждый видит то, что способен увидеть, как бы через свои вибрации. Кто-то видит, а почему тогда кто-то видит ужасы, страшные сны, неприятные сны, тревожные, эмоциональные фильтры такие. Как через фильтры смотрят, вот как эти 3D-очки, которые одеваем. Вот они, как они, эти эмоциональные фильтры, они на каких-то, на каких же, это же получается, обработка идет через мозг, это вот эти вот прошивки, как бы вот эти вот мысли, эмоции, убеждения, вот это вот прошивки такие в голове, через них идет восприятие сна. Так, а какая здесь еще есть информация? Может ли человек отменить свой кошмарный сон, опять импульс и эмоциональное состояние, в котором человек может увязнуть, и вот как-то он в эмоциях соединяется с определенной вибрацией, и через эту вибрацию смотрит на тот сон, который с его стороны может быть таким мрачным, а за этим фильтром он радужный, то есть фильтр меняет картинку сна, восприятия. А могу ли я сознательно зайти в какой-то сон и в нем куда-то пойти, смотреть, там все такое? От чего это зависит? От степени погружения в себя, от такой как бы отсюда, от вот как бы соединенности, так это, когда шагаешь в глубину себя, и ты через эту глубину можешь зайти в любой сон. А чтобы это было осознанно, вы прям создаете сны, зайти в них и повторно. Это когда я закрываю глаза, прямо ухожу в другую реальность. Это я уже такой опытный путешественник. У меня наработан вот этот вот путь. Нарабатывается путь. Так. Что здесь еще? Что при этом делает моя физика? Она при этом спит. А что со мной происходит в этот момент? Мое сознание, я осознаю то, что я ушла в сон, то, что я ушла в другую реальность, совершенно другие вообще слои пространства. Могу ли я управлять этим состоянием на здесь и сейчас, да или нет? Нет. Что мне требуется для того, чтобы научиться управлять этим состоянием?
погружаться в него, погружаться, заходить. А как пройти вот этот вот, как зайти туда, чтобы при этом физика спала, сознание, я сознание было. Ну, вроде как просто, а где переход? Где переход? Как за стеклянной стеной такой, как за стеклом. А что это за стекло такое? Какие конкретно действия для физики надо сделать, чтобы перейти в это состояние? Физика спит. Физика спит, да. Есть момент перехода, вот когда физика засыпает, и вот это вот в этот момент пространство становится такое тонкое, и я еще не сознание, еще как бы вот мозг не заснул окончательно, а пространство уже начинает открываться. И в этот момент я как бы покидаю, тело как бы остается на кровати, лежать такое распластанное под одеялком, а я прям покидаю, ну прям куда-то ухожу, улетаю в другой мир, улетаю. И начинается вот это путешествие. В какой-то момент я окончательно засыпаю, то есть это как будто бы есть какая-то щель. И я такая плоскость, такая щель, как плоскость такая. И я через эту щель попадаю в другие пространства. Они как раскрываются внутри меня, а тело, как оболочка, она такая остается лежать на кровати. И я начинаю в этом пространстве кружиться, оглядываться, исследовать все, путешествовать. И что происходит? От одного моего желания создаются горы, реки, небеса розовые, красные, оранжевые. Что еще? Все садами покрывается, волшебными животными. Что еще? Желтые дороги. А там за горами уже море плещется. Песок под ногами. И все, это все пошло, пришло, и я даже полетела. Как я могу? Как создается это пространство? Импульсом каким-то моим собственным, где-то импульсом, где-то он не в голове, он где-то в центре меня. Я могу построить все, что угодно этим импульсом. Целые миры прям. Может ли сознание застрять во сне? Может ли сознание застрять во сне? Здесь как бы такая, когда тело, стоит его только тронуть, как все сразу возвращается, как так и назад, как вода в этот самый в дырку возвращается, прям как будто бы все сразу схлопывается. То есть физическое прикосновение к телу или что-то,
из физического мира, сразу закрывает вот эту воронку, ну, как бы вот это вот, как из тела открывалась воронка такая, открывается воронка такая, раз, она раскрывается. А любое взаимодействие с физическим телом, как бы эту воронку, она раз и втянулась назад в это тело. Может ли? Может в том случае, если тело не реагирует ни на какие внешние звуки, не реагирует на прикосновение, на боль. А если тело такое, как бы сказать, какое тело, оно как будто бы бесчувственное, не воспринимает звуков, не реагирует, погашены все нервные импульсы. А чем они могут быть погашены? Мозгом. А что происходит в этот момент с мозгом? Почему мозг не будет делать нервными импульсами? Что происходит с мозгом? Он как будто бы оцепенел. Что это за оцепенение такое? Какая для него для этого причина? В чем причина оцепенения мозга? Какая у меня есть информация, в чем причина оцепенения мозга, который погасил все нервные импульсы? Он как бы закончил свою работу. Тело впало в такой анабиоз, стоп всей системы. От чего такое может произойти? Когда сознание чересчур далеко улетело от физического тела. Интересно. Насколько далеко? Прям такой смешной ответ, отсюда не видать. Как будто бы сознание уже совсем в другом мире, а тело здесь осталось. И когда сознание долго не возвращается в тело, мозг начинает гасить все системы, стоп-системы. И тело перестает реагировать на... Тело перестает реагировать на все внешние импульсы. А что является причиной для того, чтобы сознание улетело так далеко? Жажда. Жажда. Жажда восстановиться, жажда как развоплотиться. Жажда такая жажда, при которой забывается физическое тело. Именно жажда как желание вот это вот воссоединиться с исходной энергией. Такое очень мощное желание воссоединиться с исходной энергией. И при этом как бы колоссальная и жажда, и голод. То есть обесточенность большая от пребывания в физическом теле. Так, что я здесь еще хочу себе показать? Перебираю вот это вот все, что сказано было, прям как вот бусины на нитке. Все вижу.
Так, какая у меня здесь еще есть для себя информация? Так, Как влияет искусственное стимулирование сна? как Например, влияет мелатонин. Мелатонин влияет на мозг. На мозг. Как влияет на мозг? Показывает такой как бы часовой механизм, как будто бы там так чик-чик-чик-чик-чик, и гормончики какие-то, как зубчики такие сцепились, прикрутили какие-то колесики, и включилась фаза сна. Фаза сна яркая. Мелатонин оптимизатор такой, оптимизатор. То есть вот этот добавочный мелатонин, он оптимизирует, добавляет энергии гормона мелатонина в мозг, который вот включает фазу сна, и она становится такая, как легкая, легко туда зайти, погружение такое легкое. Такое все как радостное, такое праздничное. Интересно, как работает этот мелатонин. Такой он очень дружественный, очень этот мелатонин. Комфортный для мозга, расслабляет. Такая, как бы такие светлые побежали по мозгу, такие, как он прям начинает светлеть, и так все как бы начинает светиться таким приятным светом, расслабления такого, голубоватым таким, такие, как это сказать, эти такие нервные импульсы, как такие ниточки такие побежали. Так, это мелатонин. Вот хочу посмотреть, как влияет корвалол. Он прям так, как это, блокирует мозг. Вообще, как будто бы такой бум, нокаут такой. И мозг такой обездвиженный становится, выключаются все эмоции. Это даже не смирительная рубашка, а такой удар, такой поддых, такой раз, и все заблокировано, все системы. Все молчать, все полная тишина, полная неподвижность. И мозг такой серенький, обездвиженный. Такой хороший клиент, обездвиженный клиент. И сознание так освобождается и улетает. А радости в этом нет, вообще нет никаких эмоций. Какие-то у нас есть еще стимуляторы. Травки смотрим, валерьяна. Приятная, валерьяна приятная. Она такая тоже, такая очень, такая, как сама природа. Энергия такая у нее утешающая, гладящая, такая, как будто бы по голове гладит, по голове, по щекам, вот такой по плечам. Очень так все. Такая она очень. Юля спрашивает про пион. Пион.
пион, он вообще как гормон. Интересно. Как гормон чего? Какой гормон? Он гормон вообще из другого цикла. Он не из цикла сна. Но он вот, что он усиливает? Он просто усиливает систему гормональную, при котором мелатонину легче включиться. Как капи, он влияет на спокойствие, на вообще каким образом? Он какие-то женские гормоны усиливает. Так, что? Так, пион. Какие гормоны? Какие гормоны усиливает пион? Какая у него есть информация? Какие-то женские гормоны. Что такое, как бы, приходит прогестерон. Он усиливает фазу, антифазу эстрогеном. Вот эта прогестероновая фаза, она такая же чахлая, эта фаза становится, она слабая. Он усиливает вот эту фазу, возникает баланс, вот этот прогестерон-эстроген, и этот баланс благоприятно влияет уже дальше, прям по цепочке, как передается импульс по цепочке, он влияет на фазу сна. Любопытно. Интересно. Пустырник. Что делает пустырник? Какая у меня есть информация? Что делает пустырник? Пустырник тоже глушит, он снижает, как-то глушит, одним словом, пустырник. Понижает почему-то энергетику. А что он делает? За счет чего он ее понижает? Что-то такое делает с давлением, с кровью в сосудах. Интересно. Прям как будто бы давление крови в сосудах начинает, в присутствии пустырника начинает уменьшаться. Из-за этого как бы вот как это давление уменьшается, из-за этого во всех снижается давление, и из-за этого возникает вот такое прям как спокойствие, как это выдохнул так. Прям такое снижение идет. Что еще я хочу посмотреть? Спазмолгон хочу посмотреть. Такое чудесное средство, что оно делает, как оно влияет на сон. Глубокий сон. Вот оно что. Оно так расслабляет. Так, вот оно что. Оно воздействует на нервные окончания, которые по всем мышцам распределены, по всем органам, вот на самые кончики какие-то. И под воздействием вот этого спазмолгона, они блокируются, эти нервные окончания,
мышцы расслабляются, и физическое тело превращается в такое очень расслабленное. И вот это вот состояние такого тотального расслабления и комфорта во всех даже самых маленьких, тоненьких мышцах, везде, 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 отпускает как бы вот сознание из тела. Интересно. Если тело испытывает зажимы, такие болезненные, когда вот там какая-то мышца спазмирована, вот есть вот эти спазмы в теле, сознание, они такие как бы, ну типа терплю, типа где-то у меня там что-то ноет и так далее. А сознание значительно тяжелее покидать такое тело, даже во сне. Оно где-то все время стоит на границе, рядом прям вот. Оно никуда не улетает, оно в таком как в граничном состоянии находится. И сон такого человека получается такой, он мерцающий. Он то провалится немножко, то снова вернется, то провалится, то вернется. Это вот физическое тело не отпускает. Как бы вот эти вот все ощущения в теле, они удерживают сознание привязанным к телу, даже закрыты глаза. Что такое сновидение для человека? Задаю себе этот вопрос еще раз. Как я сейчас это вижу? Это другая вообще жизнь. Это жизнь, другая жизнь сознания. Другая жизнь сознания. Это возврат сновидения. Это даже вот сновидение, это такое определение из него. Оно не о том, оно о том, как видеть сны. А сон для человека – это другая фаза жизни сознания, такая другая. А сновидение – это как часть, это как картинки, которые можно видеть на границе, вот как на границе можно видеть эти картинки. Или если уходить за сознанием туда, куда оно улетает. Так. Прикольно. Что еще, Марина? Пробуждение в 3 часа утра, когда человек просыпается в 3 часа утра, 3-4 период. Есть ли что-то на эту тему сказать? Почему это происходит? Это тело физическое. Так, это физическое, это импульс физического тела. Импульс физического тела. Почему этот импульс пробуждает человека? Это что здесь я вижу, какая у меня есть информация. Это такой очень сложный такой процесс взаимосвязи, взаимосвязи всего в теле. Там, прям здесь все вот в таком, как это сказать, в симбиозе, в таком
здесь и питание получается, энергия, ресурсы, которые расходуются на питание в физическом теле. Вот это вот все обменные процессы. Что здесь еще влияет? Опять же, сюда добавляются нервные импульсы от мозга, всякие там испуги, страхи и так далее. Вот это вот такая, как показываю себе, что это вообще как фабрика кухни такая, в которой прям много всяких уровней взаимодействия. И когда эта система вся перегружена, то в 3 часа у нее включается как будто бы контрольный свисток такой от перегруза. Чем перегружена система? Перегружена много импульсов страха идет из мозга, которые прям бегут вот прям из мозга, идут импульсы страха, которые они прям так разбегаются по нервной системе, втыкаются в органы и дергают их, дергают. Прям как марионетки. Получается, органы, они как марионетки. А вот эти нервные импульсы, они их прям так дергают. И вот весь этот оркестр, такой, который такая какофония. И в 3 часа включается, что включается? Надпочечники, которые выбрасывают прям адреналин. И такой прям свисток прям такой. И все тело прям дает импульс, человек просыпается. Какие здесь рекомендации? Циркадные ритмы. Что это такое? Это как бы вот это вот баланс нагрузки, отдых, еда, количество еды, вот это количество движения, вот этот человек, как био, такое вот био, что такое, как сказать, ну не робот, а такой симбиоз сложный. И в этом симбиозе надо начать выстраивать ритмично, ну хотя бы ритмы встал, подъем, физическая нагрузка, небольшое количество еды, физическая нагрузка, еще раз немножко еды, физическая нагрузка, работа мозга, правильный отход ко сну, все спокойно, что при этом, если есть какие-то вот эти всплески в мозге нервные, сюда хорошо ложится, благоприятно очень ложится валерьяна, прям прекрасно, она прям так обволакивает нервную систему, все такое, она ее прям как эликсиром таким, утешающим таким эликсиром наполняет все нервные окончания. Валерьяна такая. Это очень полезно прям вообще такому человеку, особенно перед сном, где-то часов в 7 вечера выпить стакан этой травы заваренной, или можно просто, не знаю, там все, она везде сохраняет свой импульс. В гомеопатии, вот даже в спиртовых каплях и в таблетках. Она везде сохраняет свой импульс для нервной системы. Мощная такая, очень тонкая штука. И если человек это вот выпивает такой, его нервная система так вздыхает,
расслабляется, он спокойно отходит ко сну. И так вот это вот снова по кругу, как вот круговорот такой вот вещей в природе. Он в себе вот это вот создает вот это вот такое движение, такое. Он его гармонизирует, он его сначала создает, потом он начинает гармонизировать с собой. И тогда у него вот это вот стихает все в теле, как бы восстанавливается. Самое главное, вот это вот, чтобы вот эти нервные окончания, которые все тело пронизывают, чтобы они напитались вот этим вот эликсиром, расслабились, расслабились. И вот эти вот эта ритмичность такая круговая, такая как-то она какая закольцованная такая ритмичность, она очень благоприятно действует на человека. Вообще как бы начинает как вот по спирали, так начинает движение такое, он как будто бы так восстанавливает себя, вот так закручивая вокруг себя вот эту вот спираль своих циркадных ритмов. И он таким образом как бы простраивает вот эту вот пирамиду самого себя, как заново гармонизирует, она прям внутри получается этих циркадных ритмов. Так, что еще? Что еще важного есть сказать по поводу сновидений? Ну, сновидение — это как вот есть книга, а есть картинки в этой книге. Вот сновидение — это как картинки в книге. А сон сам по себе — это вообще как бы это как та сторона, ну, другая сторона в человеке, как будто у него есть и вот внешняя сторона, а есть как бы внутренний такой мир. Вот есть мир, который он открывает глаза и начинает это все зеркалить вот так вот. А он закрывает глаза, засыпает, и когда он уходит вот в это состояние, физическое тело позволяет в это состояние выйти, это сон, это как другое пространство, в котором человек существует. А сновидение — это картинки, которые он в нем видит, пребывая в этом состоянии, в другом, с закрытыми глазами, отделенным. Но закрыл глаза, все, этого мира не существует. Задаю себе вопрос, почему тема снов и сновидений для человека так важна. Баланс системы — это две части одного целого. Восстановление физиологии тела происходит во время сна. Восстановление эмоциональной сферы происходит во время сна. Восстановление тонкой сферы, биосферы тоже происходит во время сна. В глобальном смысле это как чекпоинт. Все, гоночная машина заезжает на свою стоянку, и все быстро техники меняют, все проверяют, и она дальше выезжает. Это если смотреть с позиции физики. А что происходит, если мы смотрим с позиции сознания? С позиции сознания тоже такая очень интересная тема. Как будто у меня сейчас идет аллегория сравнения с компьютерной игрой. Как вот пока вот спит аватар, так скажем, я просчитываю варианты. Я как бы могу заняться чем-то другим. То есть это сродни как раз тому, что Юля говорила про осмотр разных вариантов событий. Во время отключения физики, что называем мы сном, происходит просчет возможных вариантов событий. Сейчас я так это высоко это смотрю сейчас. Если с позиции сознания, еще раз, я хочу с позиции сознания, ко мне есть информация, как у высшего аспекта своего, через высший ум.
что есть, что делает сознание во время засыпания физики. Тоже идет та же информация, просчитывает варианты. Она может проживать те реальности, которые, как пробовать проживать реальности, не подключая физику. Это как вот у меня есть 5, ну да, опять повторяю, да, как есть 5 вариантов, по которым я пойду. И я, когда моя физика спит, могу эти варианты как бы прокатать и посмотреть, так, чё, из них какой мне больше подойдет. Тот. Окей. И тогда как бы на физике, соединяясь опять вот с физическим телом, происходит процесс движения в ту реальность, которую, в принципе, я могла уже на тонком плане проиграть. У меня был вопрос относительно вещих снов. Когда человек во сне видит что-то, оно потом проецируется в его физической реальности. Это что такое? Это как раз рациональный ум, он очень четко зафиксировал. Это, в принципе, было как встроенное как бы сознание, вот эту информацию о планируемой реальности, он ее как бы взял и вот, ну, как вложил эту информацию, то есть позволил рациональному уму эту информацию зафиксировать. А когда человек сны не видит, ну, это понятно, вещий сон, это значит, это человек во сне увидел наиболее вероятную реальность, он ее как бы, его сознание ее простроило, эту реальность, и человек как ее, как сон, он ее воспринял во сне ясно, и в дальнейшем в физике эта реальность, он уже как бы перестраивается в эту реальность. То есть не то, что он увидел вещий сон, а это как его сознание проиграло возможные варианты, ей как бы этот вариант, окей, понравился, и на физике человек перестроился в нужное, так скажем, направление. Какая у меня есть информация относительно сновидений еще дополнительная к той, что я сказала? Общее. Сны – перезагрузочный элемент. Это кроме того, что это отдых всех системы, переустановка в буквальном смысле для мозга, человеческого мозга. Это обнуление, перезагрузка системы. Именно в этот период происходит дефрагментация диска, схожая с компьютерной программой, когда нужно либо откатиться к заводским настройкам, либо убрать какую-то информацию, либо переформатировать. Это происходит именно во время сна. В буквальном смысле сознание принимает решение перенастроить физику на определенную реальность. Именно во сне происходит зачистка информации. В буквальном смысле очищается блок информации, который был встроен, и физика просыпается уже как с новой кодировкой, с новой заложенной информацией. И вот именно в состоянии сна сознание может перекодировать, перенаправлять непосредственно физику. Как это на физике проявляется? На физике это проявляется по-разному. К слову, почему сны может физика запоминать либо не запоминать? Именно элементы перекодировки, когда происходит какая-то такая трансформационная программа во время сна, вот такие отрезки, они, как правило, физикой не запоминаются. Это как может вообще быть без, ну, человек заснул, открыл глаза, никак не фиксироваться рациональным умом, его как ставят такой на паузу, происходит работа. Я даже вот сейчас с позиции человека, ну, как смотрю,
она как очень техничная, у меня картинки такие техничные идут, как уж это прям совсем вот выглядит на вибрационном уровне. Да, это если говорить с позиции более вот такой тонких материй, то есть это вибрационные перенастройки, то есть это очень какой-то сложный процесс, который вот мой физический ум воспринимает достаточно ну, как аналогию с компьютером проводят, то есть по-другому у него нет возможности это описать, нет такой, как бы в нем нет информации, чтобы он его воспроизвести мог. Аналог идет от моего высшего ума, как то, что делается с очищением памяти. Кстати, еще вот идет такое, да, я сама себе напоминаю, как я кэш чистила на телефоне. Начинает медленно работать, да, кэш чистится, это уже в автономном режиме, идут какие-то загрузочные файлы. Вот то же самое. То есть во сне происходит вот вся вот эта очищающийся процесс. И еще, почему очень важно необратимый процесс, вот, который я говорил выше с мозгом, происходит, если человек не спит. Там сколько, 4 суток, 4 дня подряд, у него не закрываются глаза. У него это как перегрузка системы происходит. То есть у него вот этот предел записанной информации как шум, которая запечатывается к нему бессознательно. При этом возможность человека, то есть я сейчас вижу, человек в своем реальном восприятии воспринимает пространство вот так, 360 по сути градусов. Он воспринимает все. Фокус его, но как бы так устроена программа, ну, как бы мозг, что фиксируется вот в центральной системе то, на чем он как бы фокусируется, да, а все остальное, оно идет как в шум уходит такое. Но все это, оно все как бы пишется. Оно все пишется в наш мозг, он как такая антенна, которая не просто фиксирует все, она все запоминает, но для того, чтобы она как бы не сгорела и просто не слетела с катушек, в вот эту зону, которая отвечает за, так скажем, информацию, которая человеку нужна, она здесь и сейчас важна, она вот как бы в передней вот как зоне у него находится. Поэтому во сне, то есть загрузка за сутки у человека, она может быть ну, очень большая. Ну, все, начиная от восприятия звуковых сигналов, которые он слышит просто в фоновом режиме, вот как я сейчас сижу и за окном слышу гул машин, шелест шин, так и звуковые тонкие волны вибрационные от Wi-Fi, от компьютера, от телевизора, то есть вот это вот электромагнитные волны, это все тоже пишется, это все как фон шум идет. Все, то есть начиная от вот таких вот звуковых до информационных потоков, которые идут фоном, да, отовсюду. И это все фиксация идет, это ничего не проходит мимо. Тем более, если человек находится днем вообще в как-то в большом скоплении людей, информационных потоков и так далее, это еще усиливается. Соответственно, во сне это все надо обнулить. Это кэш. Это кэш, который надо либо он прям вот убирается, или он там как-то уплотняется. Ну, я как вижу, его может это быть, знаешь, как архиватор работает. Как бы он эту всю информацию вот так вот, как это называется слово, сминает, сжимает до каких-то минимальных таких вот плиточек. Вот она прям вот минимальная такая, нано у меня идет, как вот до нано этих. И может как бы фиксироваться для раскрытия в нужный момент. То есть это не то, что прям вот совсем удаляется в ноль, а она остается, только упаковывается прям до нано-нано каких-то частиц. Все, и как память как освобождается, и физика утром, просыпаясь, она как обновляется, но это при условии хорошей работы
так скажем, хороший в смысле, ну, здоровое тело, здоровая физика, здоровая психика. Нет никаких патологических изменений там в нейронной сети, в мозгу, в гормональной системе и так далее. То есть это вот как бы оптимально, там сбалансирован весь химический процесс в организме. И тогда человек просыпается такой взбодренный. То есть происходит, кроме вот посещения каких-то, простраивания каких-то реальностей. А вот это вот то, что я вначале говорила про простраивание реальности возможных вариантов, да или нет. Да, такое может быть, как сознание, ну даже как это, в общем, человек, да, ну, тут мы немножко разделим все-таки, да, потому что физика, она в этот момент лежит, это тело, оно вот как вот обездвиженное такое лежит, вот как аватара тело лежит, а вот эта сама суть его, вот это сознание, которое сюда касается, оно это как энергия, как вот сама, вот как я сижу, вот я вот, вот у меня здесь компьютерная игра, вот этот аватар, он отдыхает, а потом я такая сажусь и пишу, так, простраиваю себе, так, куда я хочу, что я хочу, с этим там даже вплоть до того, что выбор с мужчиной может стоять. То есть я во сне могу проиграть отношения, прожить реальность с определенным партнером. И эта реальность, она, я сейчас вспоминаю, сейчас как Марина, мне приходит воспоминание, у меня была такая интересная вещь, я во сне видела то, что косвенно потом повторилось спустя какой-то, ну, сколько-то лет. Я потом ловила себя на мысли, что я видела это во сне. Что да, я могу проиграть уже какую-то реальность, и потом ее, вот то, что я говорила про вещий сон, и потом в физической своей реальности с ней сонастроиться, то есть возможность проиграть есть. И, кстати, а есть такая возможность, что мне не понравился, допустим, вот это, да или нет? Да, такая возможность есть. То есть сознание, в принципе, выбирает для себя подходящий вариант вот таким образом, давая себе прочувствовать вот эти. Потому что физика, как вот, допустим, я сама, как Марина, проживаю во сне даже эмоциональные какие-то состояния и просыпаюсь с ощущением вот этих эмоциональных состояний. То есть во сне как бы это что такое было? Это тест. Да, это вот как тестирование проживания этой реальности, подошла она мне, понравилась, да или нет. Это такая возможность есть в ускоренном режиме сделать это. Так, у меня еще был такой вопрос, что касается осознанных сновидений, когда сознание просыпается, сознание физическое, физического ума просыпается внутри сна и понимает, что оно во сне. Что происходит в этот момент? Для чего вообще это? А нет, сначала посмотрим, что происходит, а потом посмотрим, как это влияет и вообще для чего этот опыт такой. Это такая, вообще, на самом деле, у меня идет вот что. Это как есть некая сонастройка физики, как физику вовлекают в вот этот. В принципе, вот что во сне делается физика, она в этот момент вообще отключена. Ну, в буквальном, как бы не в буквальном смысле прям вообще, но по сути она никак. Вот в ней процессы, которые идут в физическом теле, они вот внутри тела как встроенные. Это как сознание, в принципе, от тела, оно, можно сказать, так отключено. А вот те мозговые центры, которые работают, там сердечные ритмы, все это функционирует как вот, ну, как вот биоробот, так скажем. Вот включен у него режим, да, и вот он функционирует, как на подзарядке. А вот все вот эти какие-то процессы сознания, оно как немножко отключено. А здесь получается, что у сознания есть интерес пробудить на какой-то процент небольшой физический ум, чтобы он прочувствовал вот это состояние. А для чего я это делаю как сознание? А это как, на самом деле, это есть такое, так, как это объяснить? Вот сейчас идет такая интересная штука. Вот это как тренер, который дает задачу своему ученику, своему подопечному выполнить какие-то задачи для того, чтобы побить там какой-то рекорд. То есть это когда, интересно, это тренировочный момент,
Для того, чтобы, когда будет процесс, считывания информации или переключения между вот этими состояниями физики и состоянием считывания информации из тонкого, как вот, состояния, происходил для физики более, гармонично и не вызывало в физическом теле, диссонанса. То есть это как приучение, рационального ума или эго к этим состояниям. То есть вот хоп, во сне и показывание, как это работает, как это может работать, эта физика ощущает прям на себе. То есть в этот момент включают рациональный ум, физический ум включается, и ему есть возможность прочувствовать эти вибрации, тонкие вибрации тонкого пространства. Хотите, называйте это четвертой плотностью. То есть в физике третьей плотности через осознанное сновидение дается возможность почувствовать вибрацию и энергию другого пространства. То есть это своего рода такой тренировочный ход, чтобы в дальнейшем физике было проще. Вот прям элемент тренировки. Поэтому осознанное сновидение, практика осознанных сновидений, она полезна для людей, которые занимаются вот такими телепатическими исследованиями, либо видят себя, ну, какая-то деятельность у них связана с вот этим нырянием из физики в более, вот этот вот тонкое пространство, да, вот то, что мы делаем, считываем. Это как для на начальном этапе можно как бы свое эго, так сказать, приучить вот к этим состояниям. То есть, тело, личность, вот само тело, оно, как более такое, более гибкое, что ли, становится вот в этом плане. Оно быстрее вот, ну, короче, чистая такая тренировка. А то, что во время ну и, собственно, да, вот эти элементы, что, тело там может во время сна, как-то себе создавать какие-то проекции, да, побывать в том месте, и человек, прям осознаёт это своим умом во время сна, он понимает, что он управляет реальностью. То есть это тоже как, один из способов расширения его сознания, как его подсознание даже, расширение его сознания, его подсознания, то есть он раскрывает, дает себе, это знаешь, как еще, это вот для тех, кто забыл, что это такое, то есть оно дает вот эту возможность как вспомнить, что это такое, что мы не только вот это тело, что ты можешь эти реальности, как ты творишь эти реальности, что такое энергия, что значит, по сути, это вот то, что, о чем мы говорим, переход, все происходит мгновенно, то есть процесса нет. Ты подумал, а это уже случилось. И это в реальности, а, существует, как бы, а во сне, в осознанном сне ты можешь потренироваться, как вот приучиться, как это работает, как вот попробовать. Ну, как, и, короче, это как тренировочная база такая, что ли, для физики. И здесь на физике, на физической плотности, по большому счету, это может дать возможность научиться ускорять вот этот, сокращать процесс, который нужно пройти до достижения определенной задачи. То есть здесь как память включается тело, помнишь, что было такое ощущение, что можно раз и там. И потихонечку, так как это пространство физическое существует благодаря вот верованиям и убеждениям, которые встроены вот базово, да, что у нас здесь есть договоренность у коллективного человечества, что все у нас идет через процесс. Хотя это пространство, оно тоже все вибрационное, тоже состоит из волн, все вибрирует. По сути, нет этого всего ничего, это вибрация, и мое, ну, как верование в то, что вот я вижу так-то, 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 да, так сконструированы мои рецепторы, так и сконструирован мой мозг, что он воспринимает вот то-то, то-то, то-то. А благодаря осознанным сновидениям вот это убеждение, что нужен длительный процесс, оно начинает прям трещать по швам.
оно прям начинает, оно такое плотное, оно как камень, а в нем я прям вижу, как начинают появляться трещины. И, соответственно, человек в своей физической реальности начинает видеть, как этот процесс мгновенно происходит. Поэтому, если воспринимать осознанное сновидение вот с позиции тренировки, это очень классная вещь. Очень интересная вещь, которая позволяет вот так свою физику натренить. Марина, ответь на вопрос. Да. Значит, почему человек не видит сны? Ну, допустим, засыпает, а снов не видит. Он действительно ничего не видит или что происходит с ним, когда ему кажется, что снов нету? Но это вот этот был со мной была история, когда я абсолютно не видела вообще сны и длительное время. Это было больше 2 лет. Со мной это продолжалось. Год точно, вообще не было снов. Потом какие-то были всполохи, вот, но сны только как я их стала видеть сейчас. Так, с чем связано отсутствие у физики, когда человек просыпается и он сны не видит, ну, он так считает, он заснул, глаза закрыл, темно, проснулся, все, светло. Промежуток ничего не видит. Что в этот процесс, что происходит? Так, что происходит в этот момент? Происходит ли манипуляция, которая вот показывала до этого, очищение там кэша, вот этого всего, да или нет? Да, процесс идет полностью. Идет полный процесс. Нет просто вовлечения тела в этот процесс. Это касается конкретно задачи, которая вот есть у сознания и у его тела. То есть это вообще личная история. И в каждом персональном случае есть индивидуальная особенность, своя задача на это. Здесь есть особенности психики, есть особенности восприимчивости. Да, есть задача, которая, короче, чистка, вот все происходит, то есть вся вот это очищение, простройка каких-то там вариантов и так далее, в это просто во все, как вообще физика не вовлекается. То есть ее, грубо говоря, вот все отключили, она лежит в этом сберегающем режиме, и просто функции какие-то в ней происходят, какие-то, значит, процессы, которые идут через мозговую деятельность, прям всполохи такие, как происходит там, выбросы каких-то эмоциональные, как вот разряжается, как вот вся эта система. Вот. То, что происходит во время этого деятельность, которой занимается, ну, грубо, условно, так скажем, его сознание, оно сюда как бы свою физику не включает. На это есть у каждого тела своя, у каждого человека своя причина. Поэтому здесь персонально надо разбирать каждого. Почему там вижу или почему не вижу. Вот у меня так идет. А что такое, когда, допустим, человек засыпает, да, а ему продолжают сниться те же самые, вот там, допустим, он что-то насмотрелся, там, ну вот, даже взять последние эти наши события, которые с нами, со всеми происходят, с этой войной, насмотрелся каких-то там событий и так далее, там, и во сне он продолжает это все переживать. Происходит ли здесь обнуление у психики или нет? Да. Это выброс происходит. Тут есть 2 позиции, с которой можно посмотреть на позицию, как вот что человек ну, спит, да. Есть позиция физики, тела. Тело наше, оно как физиологически, вот, ну как вот биоробот созданный, оно может ну, функционировать без сознания. Вот оно включено, сознание отключается, там какими-то своими делами занимается, а физический мозг, он также работает в этот. Там у него начинает, прям вот как я вижу сейчас, человек спит просто физиологически. И у него прям как картинки бегут перед глазами, вот так меняются картинки. Все, что он
запомнил, увидел, услышал и так далее. Все, что записалось на его вот этот вот прибор, он как бы вот идет. А ты знаешь, нет, это как раз и есть вот этот вот очищение этого кэша. То есть, грубо говоря, идет как бы вот такое, это очищение кэша идет через вот такой, как быстрая прокадровка такая пробегается. Что-то совсем стирается, что-то оставляется в фоновом режиме, то есть это прям не так чисто, знаешь, кнопку нажал и все. То есть для сознания, человеческого, физического сознания, я имею в виду, есть какая-то информация, которая оставляется вот в переднем плане, которая принимается как нужная для каких-то дальнейших там, ну, его там, деятельности в конкретно созданной реальности, вот в которой он пребывает. Поэтому вот эти картинки, это как раз вот бегут перед глазами иногда. Иногда это вот как просто вот за день накопленное, то, что потом будет вот так вот уплотнено и убрано в ячеечку, вот оно как пробегает перед глазами. То есть сны, они, в отличие в снах есть, присутствует, и они прям вот сильно отличаются. Вот я вижу, как вот я сейчас смотрю на вот лежащую голову человека, вот как вот он спит, перед вот эти картинки бегут. Это вот как бы чисто вот как, блин, диафильм записали вот во время его бодрствования, и вот оно перед ним пробегает. А есть сны, которые вот как сознание, которое проживает какие-то определенные реальности. У меня сейчас это все очень как-то так показано, мне без особых эмоций. Вот я в эмоции сейчас не вовлекаюсь. Это какая-то вот как структура вот отдельная, вот буквально прям. Вот я, как Марина, сознание сижу, вот здесь у меня вот как аватар, вот знаешь, в компьютере, вот он как вот завис, отдыхает у меня такой. А я вот что-то тут какими-то своими делами занимаюсь, и что-то это. Потом раз, как бы этого аватара включаю, как вот в этот, вхожу прям вот в этот режим, и все, и опять начинаю видеть вот эту реальность, тут чё, как, куда, так. И у меня вот сейчас то, что мне нужно оставить и использовать в этой реальности, оно у меня как во сне, вот как ясный сон, как бы как сон, который у меня хорошо фиксируется в воспоминании, в голове. Это то, как бы, что я себе сознание Марина, как бы из своего нормального состояния, да, когда я не в физике. Да, слушайте, это два вот этих состояния. То есть я вот в обычном состоянии, и я потом включаюсь, и я становлюсь вот этой Мариной на физике вот здесь. И вот себе в голове я оставляю какие-то напоминалки, которые мне будут нужны для того, чтобы перестроиться в ту или иную реальность, в которую я пойду. Вот там я себе оставляю какие-то прям зацепки. Они могут быть как на уровне каких-то ощущений, как на уровне каких-то ассоциаций приятных и так далее. Это для меня как некий вектор, причем он абсолютно бессознательный. То есть сказать, что ага, я вот это помню, значит, я сейчас туда пойду, физика такое не может. У нее есть какие-то бессознательные ассоциации от сна, но для самого сознания это как, окей, как напоминалки, куда, в какую, значит, я пойду дальше в сторону. То есть вот во время сна сознание переходит, да, в свое, ну, как бы в свое состояние естественное, а потом хобана и опять туда погружается. Вот, с физикой там еще как бы есть процесс, встроенный в физику, в мозг человека, который вот тоже работает, ну, очищает себя, стабилизирует, там, восстанавливает и так далее. Вот еще момент. То есть тут как бы там две таких опции. Встроенное очищение вот это в саму физику, и вот это еще то, что сознание само делает. Так, слушай, есть еще вопрос, неожиданно появился совершенно. А что касаемо того, как человеку лучше спать? Одному или вот, например, когда супруги вместе в одной постели спят, это каким-то образом влияет вот на эту перезагрузку, на сон человека? Когда там человека будет, например, вот там дети, маму будет бесконечно, да, там, когда они маленькие растут, все время просыпаются, и у мамы дерганный сон такой получается. Вот как это все? Когда храпит еще кто-нибудь рядом.
Во-во, ну, всякие разные звуки. И просто А, вот наличие супруга рядом, это вот как-то влияет на сон жены, например, там? Идеальный сон — это когда человек спит в своей кровати, вот рядом с ним, вот у него еще в одну сторону сколько сантиметров 40 свободно, в другую сторону сантиметров 40, и вот в этом пространстве, вот в идеале, вот на вытянутую руку с одной стороны должно быть свободно, и с другой стороны должно быть свободно. Он должен в этом пространстве находиться в идеале, чтобы его не беспокоили. Это почему мамы еще очень, ну, выматываются с вот рождением. Но мама там, у мамы в этот период очень сильные гормональные такие, там как бы физикой так устроена, что она как на допинге. Она, получается, вот с маленьким ребенком, ее так вштыривает, вот эта система так и работает в женском организме, что она, по сути, как на транквилизаторах находится. Почему она может как бы, ну, вот это долгое время, ну, месяц как минимум, да, она такая вся, она и к ребенку и встает, она ночами может не спать и там так далее. Вот, потому что есть сильный вот этот вот эффект от гормон. А в идеале в своем, когда уже нет этих дополнительных допингов в тело гормональных, и сон не спокоен, не нормирован, человек спит, и рядом на него кто-то что-то кладет, руку, ногу и так далее. То есть это все, по сути, я сначала вижу такие молодые пары, да, когда еще там в обнимашках, мы ложимся там та-та-та-та. Это все как бы игры, вот, ну, как бы игры в социуме. А если мы рассматриваем все-таки прям вот физиологию физики и такого вот сна очень ну, гармоничного, то это должен человек должен, вот я как показала, он должен вот на таком расстоянии, чтобы на него ничего не ложилось, не давило там или еще что-то, да, он ровно спит, он спит на таком матрасе, который не жесткий и не такой сильно жесткий, но не сильно мягкий, какая-то. Короче, это происходит то, что сейчас со мной происходит. Вот тебя выдирают вот из состояния спокойствия. И это, во-первых, это влияет на нервную систему, то есть это физика. Тут даже мы не говорим о каких-то там высших этих самых материях, влияет на нервную систему, и вот это накопление происходит некого там дискомфорта, раздражения, оно имеет накопительный эффект. Почему вот этот вот недосып очень важно, да, когда человек полностью не расслабляется, а у него вот этот глубинный сон, как он называется, так глубокий сон-то, который, он должен тоже у него быть хотя бы минимум 50% занимать, кстати, от общего сна. То есть он выходит, да, постоянно вот из этого состояния, но в идеале 50% у него должно быть глубокого сна. Короче, 50 и 50 он должен быть в глубоком сне, и если его выкидывает, и он спит меньше, и это разные на это влияют обстоятельства, это все как бы накопительный эффект имеет, но это имеет, ты знаешь, такое значение больше даже на физику именно. То есть мозг до конца не разгружается, у него там своя система начинает барахлить немножко, и из этого начинают сбоить, кстати, гормональная система, она начинает сбоить не вот это, то есть не гормоны сбоят, а потом сон, а сон нарушается, ну, как вот, вот этот вот сбивает себе цикл, и от этого начинают гормоны рушиться еще. Это вот прям такой физиологический процесс. Я еще хочу какой процесс еще вот на тонком плане. Есть ли вот это взаимодействие какое-то там вибрационное между мужем и женой, там и вот это такое. Они могут себе каким-то образом во время сна мешать, да, или нет? Да, да. То есть в идеале должно быть пространство для сна, у каждого вот свое. Вот свое пространство должно быть для сна. Они не должны, ну, какой-то вот они, ну, в отдельных комнатах спать — это как, да или нет?
Ну, это не обязательно, нет, у меня идет не до такой степени, что обязательно в разных комнатах спать, но даже лежа на одной кровати, это должна быть очень большая кровать, и вот чтобы они друг друга вот ну, не трогали. То есть каждый спит спокойно. Ну, а все вот эти храпы, да, это плюс тоже к тому, что есть эти, ну, раздражители, да, там беруши одевает или еще что-то. Это тоже вот в этом случае, когда физиологически партнеры становятся, ну, как вот, как это себя начинают напрягают тут тоже какие-то, то здесь, да, здесь вот хорошо бы один в одной комнате спит, другой в другой комнате спит. То есть это совершенно нормально. И у одного и у другого здоровый сон, соответственно, здоровая психика, здоровая нервная система. То есть вот нервная система, она прям очень плотно связана с здоровым гармоничным сном. Вот если происходят всякие вот эти перетурбации во сне, это все сразу отражается на психике. И наоборот, если нервная система чем-то стрессом сильным подавлена, то тут же моментально это отражается на сне, а соответственно уже все там начинает сыпаться все. Почему очень опасен, вот когда депрессия у человека, да, тоже, человек, ну, перестает спать, ему специальные лекарства выписывают, чтобы сон обязательно был, потому что при депрессивных, стрессовых состояниях еще нарушение. И так уже идет нагрузка на нервную систему, а, соответственно, все органы начинают сбоиться. Так и во время сна еще и кэш не разгружается, и мозг не разгружается. Короче, там швах вообще может полный настать, если это дело запустить. То есть при стрессе надо обязательно спать хорошо. Если там что-то мешает, прием препаратов допустим. Плюс-минус, в зависимости от тяжести того, что происходит. То есть легкой степени это всякие биологические применяются эти, ну, понятно, да, все эти травки, муравки. При каких-то серьезных сбоях и так далее, уже тяжелые даже препараты, они, ну, применяются, если нет каких-то других вариантов и какая-то острая фаза происходит, там какие-то, сейчас у меня что-то какие-то идут, которые уже с нейронами связаны, вот это вот системой мозговыми, вот такие лекарства, которые вот эти там цепочки, которые разрываются, они как соединяют. Вот, значит, что у меня там еще по поводу во время сна, кстати, вопрос, почему у меня сны-то отключились после, когда у меня отключение интерференции было, я перестала вообще видеть сны, и долгое время я их не видела. Это у меня какая задача стояла? Так, я себе такие картинки сейчас показываю, но я как сама себе запретила. То же самое я сейчас вспомнила, когда я попробовала считывать информацию и вот, эмоциональное переживание клиента сглотнула, как грубо говоря, да, я прям вот слезы подкатили. И после этого у меня здесь онемело все, я перестала, чувствовать. То есть я прям себе моментально закрыла ну, этот рецептор, так скажем, который считывает эмоцию человека, вот прям по щелчку. Причем это уже произошло даже без моего, как я просто следующий сеанс, который проводила, я его уже эмоционально как не чувствовала, я на него смотрела только. Так вот, то, что произошло после отключения, это сродни вот этому. То есть я там поняла, что все, что как бы со мной происходило, это было как раз, когда я была в этом состоянии сна. И для того, чтобы, пока я, собственно, не приведу себя в ресурсное состояние, я себе просто выключила вот как, возможность, перенастраиваться на эту реальность, ходить и так далее. То есть я себе, как, физике своей, просто вот как тумблер выключила, все. Оно там что-то происходит само, но я в это не включаюсь. А как в это мое сознание,
Но это сознание как бы само и приняло это решение. Оно, собственно, для меня это было мое сознательное решение моего собственного аспекта, который дал мне вот этот, ну, как бы моей физике, дал возможность привести, так скажем, себя в ресурсное состояние.